И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 8 апреля и вечерний традиционный обзор событий на фронтах. Начинаем с северного направления. Здесь сразу хочу объяснить, как скорее всего будет выглядеть здесь обстановка в ближайшие несколько недель. Граница Российской Федерации и Украины, она будет условной линией, так сказать, фронта, да, но фронт здесь будет чисто условный. Понятно, что ни российские войска здесь наступать не будут, ни для того они выходили дальше, чтобы перегруппироваться и уйти на юг, ни украинские войска здесь наступать также не будут. Для них для этого просто банально нет сил. Одно дело, когда тероборона сидит в своих селах и пытается работать на коммуникации российской группировки, и совершенно другое наступать на территорию, которая априори тебе враждебна. И тем более тероборона на это принципиально не способна. Отсюда еще раз хочу обратить внимание, потому что, слава богу, стало меньше уже мне в личку приходить сообщений, но тем не менее, жители и Брянской, Курской и Белгородской области могут в целом спать спокойно. Одни проблемы могут быть только у тех, кто живет при граничье. К сожалению, ДРГ это станет теперь уже, наверное, нормой. И также не исключены обстрелы, в первую очередь из минометов приграничных сел. Ну и безусловно точка У, никто ее не отменял. Пока территория в районе Богодуховского района Харьковской области будет под контролем ВСУ, оттуда будут лететь ракеты. Это что касается северного направления. Но важнейшим на сегодняшний момент, как и ранее, остается южное направление, куда постоянно скапливаются силы не только российских вооруженных сил, но и украинских вооруженных сил. Киев постоянно накачивает эту группировку техникой, свежими силами. И все говорит о том, что официальный Киев готов дать здесь российским войскам генеральное сражение. И здесь я хочу обратить внимание на очень интересную такую, знаете, деталь. Вот сегодняшний удар по Краматорску, чудовищная провокация, в результате которой погибло около 40, по-моему, людей, 90 почти людей получили ранения, они говорят о том, что в целом официальный Киев пошел по пути так называемой оппозиции в Сирии. Когда чем больше были успехи сирийской арабской армии и, соответственно, российских войск, тем более страшные появлялись провокации, главной целью которой была, очевидно, замедлить продвижение противника. И иногда им это удавалось. И сегодня, когда руководство Генштаба ВСУ очевидно видит, что донецкая группировка по сути обречена, очень важным моментом являются подобные провокации. Я так понимаю, этот инструмент дальше будет использоваться все чаще и чаще. Потому что именно на Донбассе сегодня российская армия в целом разыгрывает, по сути, хрестоматийную тему, как нужно окружать и уничтожать противника. Несколько дней подряд наносились удары по складам ГСМ. В целом они в зоне боев уже во многом выбиты. Также уже на протяжении вторых суток происходят удары по узловым железнодорожным станциям, удары по эшелонам с техникой. А еще параллельно каждый день десятки военных объектов в зоне вот этого Донбасского фронта поражаются, а это постоянно десятки и даже сотни погибших солдат ВСУ. Вы знаете, один мой знакомый, который эвакуировался в Черновицкую область, он живет в таком большом селе, он говорит, что, ты знаешь, на что я обратил внимание? На то, что здесь каждый день кого-то хоронят. Солдат имеется в виду ВСУ, который привозят с зоны боев. И здесь, а это подчеркиваю, село, да, оно большое, но это все-таки село. Каждый день кого-то хоронят из местных жителей. То есть потери ВСУ колоссальны. И они на сегодняшний момент по отношению к потерям вооруженных сил Российской Федерации даже не 1 к 10. То есть тактика по уничтожению вооруженных сил Украины бесконтактно, она работает. И она, подчеркиваю, работает буквально как пишут в Академии Генерального штаба. И сейчас, по сути, идет предпоследняя стадия подготовки. А основной удар, судя по тому, как обычно происходит в таких ситуациях, можно ожидать уже через 3, 4, 5, максимум 6 дней. Потому что именно к этому моменту российские войска, которые были выведены из Киевской, Черниговской, Сумской области, будут полностью перегруппированы и, отдохнув, смогут вступить в бой. И обратите внимание, что в последних несколько дней никаких серьезных контратак против Изюма ВСУ уже не предпринимает. Они очень сильно обескровили свои силы в этом районе и, понимая, что дальше контрнаступать они уже не могут, с учетом того, что российские войска здесь имеют просто подавляющее превосходство огневое в артиллерии, в авиации, они перешли, по сути, в глухую оборону. И точно так же в глухой обороне они в районе Горловки и в районе Курахова. Где, кстати, вчера российские войска отчитались о том, что город Угледар они полностью окружили. И по данным местных жителей, здесь происходит уже на окраинах российские войска. И я так понимаю, что в ближайшее время уже будет сообщено, наконец-то, что этот город под полным контролем вооруженных сил Российской Федерации.
А еще сегодня шли сообщения о том, что группировка ВСУ в районе Мариуполя не только распалась на части, но и по сути схлопывается. Интенсивные наступательные операции на протяжении 2 дней в районе Южного Приморского района позволили выбить ВСУ и азовцев с высоток в этом районе. И дальше азовцы, уже понимая, что удерживать этот район не имеет никакого стратегического смысла, отступают в район Азовстали. И также в район Азовстали отступают и те силы, которые были сосредоточены на заводе имени Ильича. Те, которые, соответственно, не успели добить. И на сегодняшний момент именно Азовсталь осталась единственным местом, где сосредоточены отряды ВСУ и полка Азов. А еще там очень много иностранных наемников. И именно эту последнюю твердыню уже в ближайшие, я так понимаю, день, два, три, вооруженные силы Российской Федерации и Донецкой Народной Республики будут уничтожать. И последнее, напоследок хочу сказать, что происходит на Николаевско-Херсонском направлении. Здесь тоже постоянно силы специальных операций ВСУ раздувают волну паники. Пока ничто не подтверждает вот этих опасений местных жителей. Пока все говорит о том, что фронт здесь в целом стабилизировался. И да, отдельные атаки и одной и другой стороны безусловно могут быть. Но я думаю, что в первую очередь не в пользу ВСУ. Вот это примерно то, что я могу сказать на сейчас, на 20:00 по Москве, Киеву, Минску 8 апреля 2022 года. Следующий обзор и следующие материалы выйдут уже завтра. До свидания.